И создаю мероприятие. Ага. Так, и трансляция тоже началась. Ну что, коллеги, я всех приветствую. Сейчас я ссылку на трансляцию тоже направлю в наш чат. Ведется запись нашего воркшопа. Сегодняшний воркшоп у нас будет посвящен демонстрации работы в курсоре именно с практической точки зрения, как ведет задачи, начиная от ее постановки там в ГИТе, да, схватить задачку в ГИТе и начать ее реализовывать в курсор. С точки зрения разработки у нас ведущий Никита, он из команды Share SMS, он разработчик и, собственно, будет демонстрировать свой практически прикладной опыт. Мне кажется, невероятно полезным этот воркшоп, потому что действительно та система, та структура, по которой берет задачу в работу Никита, мне кажется, она очень наглядно, показательно и можно использовать как best practice. И также Никита затронет тему тарификации в курсор. Это такая тоже у нас, да, довольно щекотливая и довольно регулярно поднимающийся вопрос, да, как же считать вообще, сколько потратилось токенов, как оценить стоимость работы LLM-ок. Собственно, Никита тоже здесь поделится этой информацией, да, и мы все научимся следить за своими затратами, следить свои затраты, да. Еще раз всех приветствую, ведется запись, я передаю слово Никите, стартуем? Да, стартуем, почему бы нет. Всем привет еще раз, я Никита, я, повторюсь, я бэкэнд-разработчик команды Share SMS, с кем-то мы с вас встречались на проекте, я думаю, уже с большинством на других проектах. С кем не встречались, всем привет. Сегодня мы постараемся смоделировать от и до ситуацию, когда, как вообще в принципе может выглядеть разработка с помощью курсора от и до, то есть от постановки задачи, вы зашли в GitLab, вам упала таска, вот, и вот как в принципе можно работать с этой задачей полностью с курсором. Про формат Анна не сказала, я бы еще уточнил то, что приветствуются все вопросы как от людей, которые только думают перейти на курсор, на яишки, и, возможно, это будут какие-то совсем наивные, на первый взгляд, вопросы, но они также важны, потому что мы как бы те, кто уже давно пользуется, мы не можем влезть в голову человека, какие вопросы у человека, у новичка могут возникнуть, да, и это нужно осветить все, рассказать, убрать какие-то страхи, боли, опасения, стоит ли заниматься этим, стоит ли пользоваться таким помощником. И также вопросы от уже опытных, от пользователей курсора, чтобы можно было подискутировать, какие-то нюансы узнать, как и мне, так и всем, кто сейчас будет участвовать в этом воркшопе. Вот. И лучше писать вопросы в чат, потому что у нас будут окошки, когда мы будем останавливать пайплайн, алгоритм, да, вот этого воркшопа, обсуждать и возвращаться дальше к повествованию. Вот. Ну, а если уж совсем вот что-то вот прям вот сейчас нужно спросить или сказать, вот потом это уже будет не актуально, то поднимайте руки и по возможности будем размьючивать автора вопроса, да, и как-то обсуждать, останавливаться. Но попрошу не злоупотреблять такими вещами. Очень сложно вести воркшоп, как-то доносить свои мысли. Ну, непросто. Прошу понять меня. Вот. Я не такой уж хороший оратор. Так, по формату все сказал. Теперь проект. На каком проекте? На проекте будем демонстрировать на проекте Trails. Конечно, хотелось бы
демонстрировать на коммерческом проекте, но, сами понимаете, открытый вход, демонстрация YouTube, и есть корпоративная этика, мы не можем демонстрировать коммерческие проекты в публичном доступе. Вот, поэтому Trails, и здесь такая загвоздка, то, что Trails, бэкэнд Trails написан на Rust, а я пишу на Python и на Go, вот, и синтаксис Rust увидел, как и, собственно, сам проект Trails позавчера. Вот, но в этом есть и плюс, то есть на этом можно понять, что задачку можно решать, даже не зная стека. Вот, но, конечно, это не рекомендуется, и если вы пользуетесь E-агентом, нужно, конечно, на своем стеке, когда ты все понимаешь, когда ты можешь проверить, как-то пообщаться с ИИ, да, то есть... Вот. Так, ну, давайте я тогда начну. Я пошарю экран. Так. Есть, да? У меня появилось. Да, все видно, спасибо. Вот. Точка входа. Еще что перед началом, наверное, стоит сказать. Мы пока не работаем с помощью Workspace. Пока это вот чисто как... Алексей на прошлом воркшопе рассказывал про Workspace, пока мы им не пользуемся. Пока я просто демонстрирую, как я работал до интеграции, да, этой директории, грубо говоря, в проект. Вот. У меня все намного проще, но на этом можно принять принципы работы. Вот. Значит, так, есть у нас GitHub, да? Вот прилетела таска. Никита, можешь как-то скрыть, может быть, Вернуть, да, что мы друг друга видим. Наш МИД, вот у тебя справа в нижнем углу, получается, наш МИД, и он нам очень полэкрана, в общем, закрывает. Ты можешь его просто закрыть. Он Да. особо, да, не мешает. Паску внизу тоже можно сделать хайд. Окей, все. Спасибо. Сделано. Да, и отдельно скажу большое спасибо Виталию, тимлиду бэкэнда проекта Trails. Он специально под меня подготовил крутую таску, круто ее описал. Я его попросил именно сделать... То есть это реально боевая задача, но вот она сформирована, чтобы для удобной подачи. Вот, что у нас здесь требуется? Добавить функционал в ручку, да, грубо говоря. Так, ну, я не знаю, есть ли смысл вообще вникать в суть задачи, потому что здесь у нас больше смысл показать принцип работы, а не, собственно, не тратить время на то, чтобы изучать правильно, неправильно сделал ИИ. Давайте продолжим, короче. О чем мы делаем? Алексей поднял руку. Я думаю, что здесь важен тот факт, что это такая классическая постановка задач на бэкэнд. Алексей, ты бы хотел добавить? Я хотел добавить контекста просто для тех, кто не в теме проекта. Это социальная сеть, и как в любой социальной сети у нас есть админка, а в админке есть необходимость работы с жалобами пользователей. И вот это одна из ручек бэкэнда, которая относится как раз к работе с жалобами. Я вижу эту задачу в первый раз, ну вот так в целом понятно, к чему это относится. Ну, а глубже, наверное, действительно погружаться не стоит. Я думаю, вполне очевидная задача. Спасибо. Да, здесь как бы важно то, что она хорошо описана. К сожалению, в реальности задачи не так хорошо описываются. Чаще всего это просто там 2-3 предложения, и ты уже сам разбираешься, вникаешь, да. Что требуется? Значит, мы просто выделяем текст задачи и переходим в окно курсора. С чего я начинаю? То есть у меня, обратите внимание, есть, вы локально заводите папку курсор, .курсор, скрытую папку, и в ней можно какие-то документы, какую-то информацию, которая будет скармливаться именно курсору, создавать. Я обычно там создаю папочку с номером таски в GitLab, то есть это удобно, когда тебе через месяц прилетает, из того, что ты там закрыл тикет, да, тебе прилетают какие-то доработки, ты смотришь,
что вообще делалось, вспоминаешь, что там было месяц назад, и по вот этим номерам ты ориентируешься. Также правильно именовать чаты, тоже давать им какое-то понятное наименование, чтобы можно было потом вспомнить и вернуться именно к тому чату, который был там месяц назад, грубо говоря. Вот. Я создал файл task212, сюда копирую, собственно, текст задачи и перехожу к промпту. Да, и тоже сразу, наверное, важный момент отдельно, почему важно формировать все в документах при работе с курсором. Потому что чат, он очень часто забивается, и по нему сложно искать какие-то вещи, которые были, тем более давно, ты их просто не вспомнишь. То есть тебе нужно пролистнуть вверх, вверх, вверх. Чаты тоже лучше подчищать, и то есть очень удобно держать все в документах, документировать для себя свою работу с ИИ. Вот, мы создали задачу, мы создаем такой же документ, пустой, допустим, да, для составления плана. План будет составляться, план решения задачи будет составляться по первичному промпту. Сейчас я уже его составил, я сейчас перейду к нему, буду объяснять, что важно в этом промпте. И здесь важный момент, то, что на больших проектах, скорее всего, потребуется использование при первичном, да, вот этом промпте создания плана, потребуется умная моделька. То есть мы еще вернемся к моделям, к ценообразованию, когда у нас будет небольшой перерыв, мы будем говорить о тарификации, о токенах и об этих всех делах. Вот. Сейчас важно именно отметить то, что мы отключаем режим авто, дешевый режим, и включаем, я пользуюсь Sonnet 4.5. Вот. Как мне кажется, это лучшая модель для кодинга на данный момент. То есть я пробовал и GPT, и остальные конкуренты, смотрел много роликов на YouTube, и везде Sonnet 4.5 выигрывали с большим отрывом. Вот. Так, что... Да, ну, давайте тогда, наверное, приступлю к пояснению промпта. Вот, к сожалению, здесь можно код увеличить сам, да, отображение шрифта, то есть сделать его побольше, чтобы было видно. Но я не знаю, насколько вам видно вот этот мелкий шрифт, который в чате и который в структуре проекта. Не знаю, у меня не получилось его увеличить. Видно отлично, видно отлично. Супер. Все читается хорошо. Да, вот я ему буквально так и пишу. Моя задача описана в файле 212, то есть очень удобно перетаскивать файл просто в окно, вот так вот. Дальше, то есть я ему описываю твои задачи, чтобы у него соображение вообще, что зачем делать, и я снимаю с него вопросы многие. Первое, то есть ты должен глубоко проанализировать проект, обращая внимание на устоявшуюся архитектуру, принятые паттерны проектирования, то есть умные модельки, они могут проанализировать довольно крупный контекст. Вот. Именно поэтому мы при первичном промпте используем умную модель. Вот. Не потому, что она лучше пишет код, чем какая-то модель в авторежиме, а больше потому, что она воспринимает больше контекста. Вот. И это основной фактор выбора на этом этапе. Затем проанализируй задачу, проанализируй реализацию схожего функционала в уже существующем коде. Я дальше буду уже, когда объяснять, почему я именно такие... Дальше будет понятно, почему это важно указывать. Вот. Ну и третье, составь план реализации задачи в файле. То есть, вот, да, мы документируем. Именно я ему даю ссылку на пустой пока файл, куда он будет записывать свой план. Так. И дальше я описываю, что должен, собственно, включать этот план. Первое – это краткий анализ проекта, архитектуры, паттернов, шаблонов, да, то, как ты проанализировал, как ты это все увидел.
Вот. Почему это очень важно? Это важно в первую очередь не для вас, чтобы прочитать потом это в плане. Это важно для вас с той точки зрения, что нужно убедиться, что ИИ это все понял, он прошерстил проект, и он понимает. Потому что если такая вводная упускается, то очень легко потом уже, когда на середине реализации, грубо говоря, словить какую-то ошибку, несоответствие, которое повлияет вообще на принципы, да, решения задачи. И я на этом много раз попадался, то есть когда тебе уже приходится по ходу тратить лишнее время, тратить лишние те же токены и переписывать уже даже то, что ты закоммитил, то есть какие-то первые, да, начальные коммиты, изменения в коде, и это очень неприятно. Второе. Вопросы, которые тебе нужно уточнить, места, в которых ты сомневаешься при нехватке исходных данных или сомнениях, ты озвучиваешь их, ну, имеется в виду в самом плане реализации, да, ты не галлюцинируешь или додумываешь что-то. Это очень важный пункт. Почему? Потому что даже умные модельки, я встречался с ними, с такими вещами, то, что они дабы удовлетворить твои потребности, то есть чтобы ты там, у себя в голове поставил ей лайк, вот, что она все правильно справилась с задачей, они делают как им удобнее, придумывают. То есть они, допустим, не сходят лишний раз в миграции, не посмотрят, какие действительно есть поля у какой-нибудь таблицы, да, то есть это прям очень часто случалось. Вот. То есть то есть у них какие-то есть свои настройки, они, с одной стороны, экономят токены, своей мощности, с другой стороны, вот так вот могут тебя подставить. И это прям тоже неприятно, это также повлияет на дальнейшую работу вот очень сильно. Следующее. Следующий пункт – это пошаговая реализация кода. Ты должен написать код полностью. То есть я часто встречался, то, что прям недописаны там функции какие-то, там типа он написал часть функции, потом комментирует там, а здесь там мы должны обратиться в репозиторий, грубо говоря. Вот. Это тоже как-то глупо и неприятно выглядит, поэтому я ему лишний раз уточняю, то, что давай-ка ты будешь код полностью писать. И также указывать путь. Вот, иногда не указывает путь, в каком файле вообще. Ты потом догадываешься, в каком файле он имел в виду, потому что там у нас часто бывают файлы, они в разных слоях, в разных директориях и называются одинаково, да, а по сути это разные абсолютно файлы. Дальше. Твой код должен быть основан на глубоком анализе существующего кода. Используй уже принятые в проекте решения, переиспользуй функции, изучай точно модели таблиц из БД и так далее. Да, и тоже почему это важно указать, потому что если ты ему не скажешь, он может сделать, а может и не сделать. Вот, то есть это вот прям как настроение у него будет. То есть это тоже нужно указывать, потому что он будет писать, как он обучен, как он умеет очень хорошо писать, но потом ты встречаешь то, что такие моменты, то, что, допустим, у тебя есть в утилсах какая-нибудь функция, вот, в тулсах, утилсах, которая просто используется повсеместно по проекту, а он ее не заметил, он туда не сходил, не посмотрел, и взял и создал тебе еще одну вспомогательную функцию, которая прям копирует, допустим, твою уже существующую функцию, и это, опять же, замедляет дальнейшую разработку, рефакторинг. Ты потом на этом останавливаешься, говоришь, ага, что ты не использовал. Вот. Ругаться вообще с ним нет смысла никакого. То есть и ругаться, как-то пенять на него, что ты там дурак, ты там что-то не сделал, ты плохой. Вот. Это лишено смысла, когда уже долго работаешь с яичкой, ты перестаешь, в принципе, какие-то эмоции вымещать на агенте, потому что ты начинаешь понимать то, что если есть косяк, то это, скорее всего, твой косяк, то, что ты ему поленился, что-то не указал, что-то сам не досмотрел, и в этом случае надо просто спокойно разобраться и сказать ему, а вот что ты так сделал, здесь же есть какая-то информация, почему ты ее не использовал. Вот, и тогда проблема решается. Да. Дальше.
твой код должен соответствовать принципам слоистой архитектуры с разделением ответственности. Это я провел также с помощью первичный анализ проекта Trails. Ну, то, что мне написали, собственно, по архитектуре, я выделил, вот, и ему на всякий случай еще раз сказал. Никит, позволишь, там у Влада рука? Чего-чего? Еще раз. У Влада рука, может быть, что-то хочет дополнить именно Давайте. здесь сейчас. Угу, спасибо. Да, но я хотел сказать, что вот касаемо того, что ИИ не сходит там, не переиспользует код, тут на самом деле в защиту ИИ можно сказать, что и разработчики иногда таким грешат, что особенно когда проект очень большой, пойти какой-нибудь utils и найти метод, который делает простую операцию, это даже разработчики этим пренебрегают. Поэтому, в принципе, идея хорошая, да. И мне кажется, что тут еще можно ее решить тем, что на ключевые места обвешивать документацию по проекту и ссылать его на документацию, ну, чтобы он каждый раз не ходил и не перелопачивал код, особенно когда проекты большие. Да, совершенно верно. Когда у нас будет workspace на проекте, я думаю, мы будем, ну, по крайней мере, я буду учиться работать с ним, я изучу его, и это будет намного упростит. Опять же, идет отсылка к тому, что все должно быть задокументировано. Тебе проще, чем в какой-то ситуации, чем заново писать какой-то абзац, тратить на это свои там умственные, эмоциональные силы, просто сослать его. Слушай, сделай по шаблону, а шаблоны ты вообще-то можешь посмотреть там в workspace в такой-то доке. Вот. Потому что, ну, здесь, наверное, можно еще один такой момент затронуть, что не всегда работают вот эти rules и правила, к сожалению. И чтобы, если ты хочешь, чтобы они реально использовались, он применял их при работе, ты должен ему явно указывать в промптах, как это обойти, пока у меня это не получилось. То есть, ну, допустим, у меня в основных рулсах, там, настройках, да, курсора есть правило «не пиши код без моего согласия». То есть не правь код в проекте без моего согласия. Вот. И это он вообще не работает. То есть вот и то, ему, если пишешь в чате, ты ему написал, ни в коем случае никогда не правь код пока я не прочту, там, пока ты мне не объяснишь, не докажешь. Это проходит вот 2 итерации, ты там 2 сообщения с ним обменялся, и все, он это забывает. Он там, где он должен тебе что-то объяснить, ответить, он берет и начинает перефигачивать код. Это очень неприятно. И не всегда успеваешь его остановить, потом думаешь, блин, а этот код было, этого не было, а что теперь делать? Вот. И такие лишние нагрузки. Тут вот еще Да. интересно, как можно... Вот то, что ты сейчас затронул, тему поиска дубликата в коде, это часто та задача, которая решает тимлид или техлид в процессе ревью. Так как у него больше насмотренность по коду, он практически, ну, не практически, а знает глубже и помнит больше, что есть в коде. Вот здесь интересная мысль, как можно было бы ИИшку, ну, часть задач, которые делает тимлид или техлид при ревью, еще скинуть на ИИшку, чтобы она искала такие места даже у самой себя, когда мы где-то дублируем код. Ну, интересная, конечно, мысль, но, собственно, когда я начал в промпте писать, явно указывать при составлении плана, все на Sonnet 4.5, все работает идеально. То есть на Share SMS, на огромном проекте, все находит, все переиспользует, и просто надо реально было указывать. На авторежиме, не знаю, это уже под вопросиком. То есть там, понимаешь, различия контекста. Меньше контекста у моделек бесплатных в авторежиме. Ну, условно бесплатных. К этому мы еще вернемся. Вот. Ну, тогда что, вот, я продолжу, да? Да, пожалуйста, продолжаем. Ну, мы обсудили, да, эту тему, закрыли. Так, что далее? Дальше я пишу. Также в плане рядом с предложенным кодом ты должен доказывать абсолютно каждое свое принятое решение относительно текущей задачи, примеров реализации, соседних реализаций и принятой в проекте стилистики. Это вот прямо как очень важная
напоминание ему, это не напоминание, а требование, которое, в принципе, изменило у меня работу от и до. Когда ты его постоянно просишь доказывать, а если ты ему еще дополнительно навешиваешь, то есть доказать на основании чего, вот, то мы дальше увидим, когда он составит план, он реально, допустим, в плане пишет метод реализации и ниже добавляет, доказывает доказательства на основе, допустим, архитектуры. Вот. Объясняет, описывает, да, почему он так сделал. Доказательства на основе примеров. То есть у нас, допустим, наш RSMS, там, ну ладно, не буду удаляться в коммерческий проект. Вот, ну, когда ты, допустим, у тебя уже реализованы схожие какие-то ручки, да, эндпоинты, в проекте очень удобно отталкиваться от них, как, в какой стилистике они написаны, какие принципы, да, вот, то есть, и в этом случае я уверен как раз-таки то, что он не накосячит в плане вот этого всего переиспользования каких-то паттернов, то есть проверок. Вот, допустим, большая проблема, он очень часто делает, как он тебе делает код, прям очень перестраховывается. То есть он делает проверки, логирование буквально на все. И ты ходишь потом и смотришь, ну, там, нафига здесь проверять, здесь так понятно. То есть ты исключаешь какие-то лишние проверки. Или, допустим, в SQL запросах он очень любит навешивать индексы буквально на все. Допустим, ты делаешь новую миграцию, ну, добавляешь миграцию с новым полем в базу данных, да, и он почему-то всегда вешает индексы, хотя он понятия не имеет, какая информация заложена в этом поле, в базе данных, что там будет храниться, какое количество. То есть, ну, индексы не имеет смысла ставить, когда у тебя мало данных, грубо говоря, ты только замедлишь поиск. Вот. Если у тебя очень много данных, там они там текстовые, допустим, да, то тогда есть смысл использовать индексирование. То есть, ну, вот это вот я постоянно с ним борюсь, с этим, и индексы мы из миграции постоянно удаляем. Ладно, дальше. Ну и, собственно, последний пункт – это план по тестированию. Я ему что пишу? Разработай алгоритм действий. Почему алгоритм действий? Потому что тебе очень часто нужно, допустим, создать какие-то моковые данные в тестовой БД, чтобы их там удалять, тестировать на них, что-то такое, там они будут там добавляться, удаляться, туда-сюда. И он должен понимать то, что это не просто надо сделать тест на ручку одну, то есть ее дернуть. Это надо для нее создать условия, чтобы она была релевантная. То есть она, допустим, какая-нибудь ручка, которая выводит select запрос, да, ну, get какой-нибудь, а там окажется так, что нету данных, грубо говоря, в этом селекте, который она должна показать. И ты вроде его протестировал, тебе пришел там пустой список, и ты такой, ну, окей, все, работает, а на самом деле оно не работает, потому что если туда добавить данных, которые реально должны были показываться, они не будут там показываться по какой-то там причине, грубо говоря, и важно подготовить эти данные. Принимай во внимание, что у тебя будет возможность увидеть данные в тестовой БД, также ты сможешь запустить сервер и сформировать запрос относительно текущей задачи. Но это уже мы это увидим дальше, когда будем тестировать, как это будет работа происходить. То есть мы будем тестировать через терминал в чате. То есть я не буду писать в терминале ничего, будет писать он. И последнее. Ну, давайте еще вернемся вверх. Я забыл тоже важный момент уточнить. Когда я ему пишу, проанализирую задачу, я обычно еще пишу контекст. Контекст вообще, в принципе, что у нас происходит сейчас на проекте. Допустим, вот у нас там наш RSMS был период, когда мы переезжали с одной БД на другую, и в связи с этим у нас было очень много, естественно, багов. Вот. И все, в принципе, таски были по решению этих багов. И когда ты ему задаешь контекст, то, что была там старая реализация на одной БД, сейчас мы переезжаем на другую, и баг, скорее всего, связан именно с этим контекстом. Это улучшает также этот промпт. Вот. Это просто здесь я
не знал, что описывать, я не знал развития проекта Trails, и я здесь такое мыло написал, проанализировал реализацию схожего функционала там, в существующем коде. Но на самом деле вот именно в этом пункте должно быть контекст проекта, как ты его видишь. Да, и последнее, по скрипту, план реализации не должен содержать лишней информации, которая не указана выше, например, расчет труда-затрат на реализацию. Вот он, это к чему? Он часто очень в этом плане пишет уже внизу файла, в конце, много лишнего, прям там типа вот у меня есть несколько шагов решения этого плана, и вот этот шаг будет затрата времени 2 часа, этот шаг следующий там 3 часа. То есть, ну, вообще бессмысленная информация, и я так подозреваю, что это не просто, ну, написал и написал, ну, ладно. Это также затрачивает токены. И вот сейчас мы как раз плавно перейдем, наверное, к ценообразованию. Вот. То есть вот этот вот это предложение, да, оно экономит токены умной модели. И если смотреть на дальняк в перспективе месяца, там, месячных затрат, то она может там сэкономить на процентов 10-15 токенов умной модели, а это очень существенно. Вот, то есть, допустим, вот у меня сейчас будет файл, он там будет там 2000 строк. Когда ты делаешь без этого упоминания, он тебе делает там файл 2500 строк. И вот этих 500 строк, это ж не просто он написал этот текст, да, он там у себя провел какую-то вычислительную информацию, там, сколько может по трудозатратам быть этот шаг какой-то, да, то есть, ну, и ты заплатил за эти токены, пожалуйста. Да, и, наверное, сейчас еще небольшое отступление, пока не забыл. Вот мы на прошлом воркшопе с Алексеем затронули тему смены режима. Я спрашивал, как он работает с планом, и я попробовал как раз-таки, когда готовился к воркшопу, использовать план, режим план, и довольно интересные результаты получил. То есть режим план, он, в принципе, делает по смысловой составляющей то же самое, что агент, но делает это, во-первых, красиво, то есть красивый документ, который можно, там, если что, куда-то закинуть, тот же issue на GitLab, допустим. Вот. Но он использовал в режиме план в 2 раза меньше токенов. То есть это очень существенно для умных моделей. То есть умная моделька, она всегда у тебя расходуется быстрее, чем режим авто. И ее надо экономить. И если экономия в 2 раза при режиме план, это прям очень круто. Но здесь есть один нюанс при использовании плана. То есть если мы сейчас выберем режим план, запустим, вот у него есть, я ему озвучил пункт, то, что он должен задать вопросы. И он их будет задавать, вот он начнет, я запущу, он начнет анализировать проект, он проделает вот все, что выше было, да, там анализ задач, вот это все. И потом вот эти вопросы, которые у него сформировались для реализации этой задачи, он будет задавать в окне чата. И при этом сам план еще будет пустой, здесь будет молоко, белый лист. Вот. Если ты сам изначально делаешь эту задачку, и ты не... Там ее еще пока не проанализировал, тебе она в принципе непонятна. И тут получается такая ситуация, то, что тебе, пока ты еще сам не врубился в нее, пока ты не увидел анализ яичный, да, тебе уже задают вопросы, и ты не знаешь, как на них отвечать. Но от твоего выбора, то есть он будет давать вопросы, там 3-4 варианта ответа, ты из них там, его предположение, как можно ответить на этот вопрос. Ты будешь вслепую это делать, скорее всего, и это вот большой минус вот этого режима. Как с этим работать, я думаю, я буду это искать, какие-то варианты, как с этим удобнее, потому что экономия действительно в 2 раза токенов, это круто. Вот, если, возможно, сейчас у Алексея есть какое-то что-то прокомментировать, как он обычно с этим работает, то самое время сказать, потому что дальше мы забудем.
Ну, и, конечно, ты озвучил одну из болевых точек. Это то, что когда нам в процессе работы нужно задать вопросы в определенный момент, вот это плохо управляется в курсоре. И я подхожу так, что если для меня есть белые пятна, как реализовать ту или иную задачу, я изначально в агентском режиме обычно произвожу ресерч, собираю необходимую информацию, чтобы уже таких основополагающих вопросов курсор мне не задавал, и их уже даю вводную, уже в план-моде. Ну, то есть сначала нужно сформировать свое собственное представление, как должна быть решена задача принципиально, вот, чтобы не попасть в ту ситуацию, когда еще не понимаешь, что он предлагает, но вопросы задает. Вот, действительно, курсор пока не умеет там выполнить часть работ в плане, потом перейти в стадию обсуждения, а потом сделать какое-то завершение. Вот так он не умеет, да? Поэтому приходится вот эту вот часть с анализом руками выносить в отдельный чат, обсуждать, формировать какую-то документацию, а потом на вход подавать уже режим плана, да. Ну да, к сожалению, пока нету вариантов. Приходится колхозить как-то и также тратить токены. А жаль, потому что хотелось бы как-то оптимизировать работу. Ладно, тогда сейчас я запускаю этот первичный промпт, вот, и он будет работать где-то минут 7, скорее всего. То есть я уже заранее проделал эту задачу полностью, я засекал время, вот, и в это время я... Здесь могла быть ваша реклама. Надо. Да. Вот. И мы частично эти минуты пообщаемся, да, и частично я сейчас еще, наверное, расскажу про свои наблюдения по ценообразованию по токенам, вот пока он будет думать. И поехали. Вот. И очень важный момент все-таки смотреть, что он пишет, когда происходят вот эти его размышления внутри под капотом. Это не стоит переключать окно, уходить делать кофе, потому что важно смотреть, куда он ходит, как он рассуждает. То есть это довольно увлекательный, интересный процесс. Вот, особенно, когда если он начинает что-то искать в интернете. Вот, ты даже прям можешь по ссылочкам пройти, посмотреть, что он там смотрел. Ну, и, наверное, пользуясь тогда ситуацией, я анонсирую, прорекламирую, раз мы затронули место для рекламы, следующий воркшоп. Там как раз-таки мы будем разбираться, как нам разбираться с помощью ИИ над непонятными задачками, как искать информацию, как он ищет информацию в интернете, как ему помогать искать информацию в интернете, как будет работать связка Perplexity, допустим, с курсором. Вот это моя любимая связка, когда тебе нужно найти что-то непонятное в интернете. И, то есть, ну, в принципе, воркшоп будет основан на том, как решать задачки вообще непонятно, когда ты просто не работаешь над каким-то проектом, допустим, твой новый пэт-проект какой-то, да, вот, новый стек, новое все, и ты вообще ничего не понимаешь, и как сделать так, чтобы хотя бы курсор понимал, а потом он тебе рассказал. Окей, так, вот он уже начал и писать файл, писать в наш файл с планом. Задачку можно закрыть. Да, и давайте тогда, пока он будет писать, я перейду в мой личный кабинет курсора и смотрим вкладки с использованием токенов. Как это делается? Это очень просто. Курсор Settings. И здесь есть Manage Account Open. И если вы авторизированы, то вас прям запускает в окошко вашего личного кабинета. Чуть приближу. Здесь нас интересуют в основном 3 вкладки. Вот они. Usage, Spending, Billing, Invoices. Посмотрим, что на них есть. Это какой-то график, кумулятивный график затрат по дням.
То есть это не значит, что 12 января вы потратили немножко, а 31 вот так много токенов. Это накопительный, то есть это вот оно суммируется, грубо говоря, вот эта линия, да, количество того, что вы потратили. Мне кажется, то, что ты 12 января потратил, и тут конкретно по датам разложенный график. Нет, смотри, вот 12, короче, это вот... Давай посмотрим. Смотри, шкала X, 12 января. Так, Сколько ты потратил? $2,5. Вот. 22 января. Ну видишь, вот здесь, когда в точку показываешь, он пишет именно... Видишь, вот идет процент, сколько это за него от общего количества твоего лимита, да, грубо говоря, и сколько ты в день, видимо, потратил. Да, вот потому что оно скачет. Сегодня здесь 9,68, а здесь 1,79. Ну, короче, не суть. График бесполезный, потому что это все есть в остальных вкладках, и ты можешь это рассмотреть. То есть здесь... И это вот по моделям он еще, да? То есть каждая линия – это модель. Если бы Да, ты использовал еще другую, была бы третья линия другого оттенка, там, да, и подкрашенная снизу. Да, дефолт – это авторежим, я так понимаю, а код, вот оно синенькое, да, здесь можно не by model нажать, а by usage type, допустим, и тогда это вообще общий график. Вот. Spend, tokens, ну, это типа в токенах. Раньше он просто не в процентах все отображал, а в баксах. Вот я только сейчас заметил, что в точке можно посмотреть баксы. Да, и здесь, собственно, каждая операция, сколько нас затратила токенов, какую модельку использовал. Прям это каждое сообщение в чате – это одна строчка, грубо говоря. Вот, можно прям посмотреть, сколько стоил мне вот этот промпт. Сейчас он мне пишет, все же правильно, 10.37, да. Сейчас он пишет то, что это 900 тысяч этих токенов. Так, а сколько у нас время? 10.42. Мы уже выбиваемся из графика, надо было В деньгах ускориться. он не покажет, да, вот этот наш запрос? Что? А в деньгах мы не можем оценить, да? Раньше он в деньгах показывал. Вот. А сейчас он, по-моему, они убрали. То есть раньше еще здесь была колонка с прямым долларом. Я прям помню, когда он мне говорил, что вот вы заплатили там $60 за план, но потратили на самом деле там 250, если бы мы с вас брали за промпт за каждый. Сейчас Да, они Попробуй в убрали. биллинге посмотреть. В биллинге должна быть информация почему-то, потому что у Да, меня давай. выводится... Сейчас дойдем. Он уже закончил, нам быстро что-то написал промпт. Может, он сейчас будет что-то дописывать. Подтвердим. Подтвердим, да, наверное, еще что-то... Нет, он все, он уже закончил. Да, и быстренько дальше по ценообразованию. Вот в вкладке Spending есть шкала Total. Вот у меня, где показывается, сколько процентов из пакета, да, он потратил в авторежиме и в умных модельках. То есть у меня уже прям почти все, сонет закончился, 94%. И до этого промпта было 92%. То есть за этот промпт можно рассчитать, то, что 800 тысяч токенов – это было 2%. И математически прикинуть, сколько токенов в месяц у тебя доступно. Вот. Что здесь еще полезного? Да, тарифы. И здесь получается такая ситуация, то, что они очень хитро сделали. Я думаю, все об этом задумывались. Они как-то рассчитали так, что вот у тебя есть пакеты на $20, $60 и $200, Ultima, по-моему, называется. Но в основном все используют 20 и 60. Вот, $20 тебе, как правило, не хватает, а $60 – это too much, слишком. Я не успеваю умной модельки использовать 60 долларов. Я покупал за 60 себе в декабре, и я не успел использовать сонет на $60. Да, и нету промежуточного 40. Вот у меня бы прям устроило 40. Вот. И, значит, что будет, если у нас, допустим, заканчивается умная моделька, да, где у меня уже 90, сколько, 94%, да, вот она у меня закончится, он мне напишет, он меня уведомит, что
меня уведомить, что у вас закончилась модель, и дальше вы можете ее использовать, но это будет в долг. То есть так как мы работаем по подписке и привязана карта, в конце месяца этот долг спишется с карты. То есть это может быть очень неожиданно неприятно. Допустим, очень многие, кто начинал работать с курсором, попадали на этот момент. То есть они начинают работать, заплатили $20, не обращают внимания на это оповещение, и видят то, что, ага, умная моделька справляется лучше, буду я ее использовать. И уходят в минус там $70, грубо говоря. Здесь есть где-то было Первый раз такое ограничение. слышал. Она обычно обрубает, говорит, что вам больше нельзя использовать умный, используйте авторежим. Нет, здесь есть, короче, где-то настройка, я помню, я находил, где ты можешь себе поставить вот этот минус, который ты можешь Вот Ну, уходить. внизу у тебя. Это вон on-demand spending. On-demand Да, spending, on-demand нет. spend. Да. Ты при этом говоришь, сколько ты готов потратить сверху, и ты там ставишь, типа, допустим, Вот, да, $10. я себе поставил фиксит, почему-то она у меня скинулась. Я себе поставил в декабре 50 фиксит, чтобы не уходить ниже 50. Но это не в Ну, долг, это просто, Да. ну да. У тебя Сколько disable вообще стоит. Поэтому. Да, Ну, нет, я это сохранил, конечно, тогда. Но она почему-то у меня сейчас была disabled. И, не знаю, скинулась как-то, наверное. Не знаю. Да, и получается, что... Получается, скорее всего, выгоднее $60 брать, чтобы не попадать... Потому что я так понимаю, что после $20, когда ты расходовал умные модели, тебе их токены уже начинают по-другому считать. Я так понимаю, по закупочной цене курсора у самих поставщиков модели. И это дороже. Ну, вот насколько я понаблюдал, но ты начинаешь прям по запросам улетать в космос, сколько у тебя тратится токенов, и оно как-то, мне кажется, намного дороже выглядит. И здесь же, кстати, отсылка к тому, что, в принципе, вот эта фича авторежима, киллер-фича авторежима курсора, я не знаю, есть ли еще какой-то софт, который дает такую же фичу, вот, использование этого авторежима, это именно их фишка и то, что их выделяет на рынке. Грубо говоря, они в этом попали, мне кажется, в 10 из 10, и это очень выгодно использовать этот авторежим. И еще как бы там есть такой нюанс, я забыл о нем сказать, то, что в авторежиме тебе модельку, использование конкретной модели подбирает сам курсор под задачу. То есть ты не думаешь, какую там модель использовать, там GPT там, или DeepSeek, вот, она тебе там под продуктовую какую-то задачу, она тебе даст одну модель, под кодинг другую модель. Это прям очень круто, мне нравится. Я уже так немного научился различать по каким-то признакам, какая модель со мной работает, то есть по форматированию, по подаче информации. Вот, и так примерно 3-4 модели я знаю, я их могу отличить, но я не знаю, какая это именно модель. То есть в какой именно модели я работаю. Вот. Вкладка «Биллинг» и «Invoices». Здесь, по сути, тоже дублирование той же самой информации. Дублирование информации, то есть это мы все узнаем. Ну, здесь можно посмотреть количество токенов, да. И что происходит, если заканчивается авторежим? У меня такого ни разу не было, но у меня был товарищ, который теперь купил подписку первый месяц и просто израсходовал весь авторежим. Я не знаю, как у него это получилось, то есть я даже близко не подходил к потолку, но у него курсор перестал работать до конца месяца. Вот. Ну, видимо, либо оплати дальше заново, то есть ты обнови пакет с числа, когда у тебя закончились токены в авторежиме, и у тебя пойдет следующий месяц на тарифе, который ты выберешь. Либо жди числа конца месяца, и курсор у тебя не будет работать. То есть вот авторежим может и так сработать, переполнение его. Вот. Наверное, я все рассказал про ценообразование. Давайте вернемся в окошко курсора. Посмотрим, что он нам написал. Да. План. Да, он начинает, как я его просил, с первого пункта, с плана.
описывает нам нашу архитектуру нашего проекта. Круто, все видит. Паттерны проектирования. Вот он прям примеры приводит. Здорово. Все как должно быть. То есть мы уверены, что он это понял, осознал и будет использовать это все в дальнейшем. Какие-то проблемы, конечно, сортировки. Ладно, не будем останавливаться. Время уже много потратили, еще много предстоит что сделать. Вот, и да, и в таком виде мы получаем вопросы для уточнения. Если мы видим, что эти вопросы прям на каком-то верхнем уровне, да, то есть то, что прям требует, их решение требует понимания всего контекста проекта, и авторежим может не справиться с решением этих вопросов, то вторую итерацию уже общения по этим вопросам мы также отдаем Сонету, умной модели, вот, и с ней корректируем этот план относительно ответов на эти вопросы. Если мы видим то, что они там такие косметические, вот, то можно уже переключаться на авторежим и уже с авторежимом каждый вопрос прорабатывать. То есть как обычно делаю это я. Берешь, выделяешь, как в GitLab, да, в GitHub, строку Ctrl-C, Command-C, в окошко чата, и просто здесь даешь ответ на его вопрос. То есть мы очень... Можно использовать Ctrl-L сразу, выделив одним, если что. Ну, прикольно. Смысл тот же, просто это два шортката в одном. Угу. Здорово, буду пользоваться. Так, я на эти вопросы уже поотвечал. Я просто сейчас показываю для примера, да. Вот я на них там ответил. Это тест, сори. Вот у меня файлик. Я создал специально. То есть здесь я ему первый ответил. Предположение твое верно. Он же в самом плане. Сейчас. Он же в самом плане пишет предположения, какие-то варианты обычно дает решение. Так, здесь он дал, не дал. Вот предположение, скорее всего, вариант А. Окей, ну мы сейчас не будем вникать, да, мы просто показываю, как это выглядит. Да. Вот, выделяем там вопрос 2. Тоже я ему что-то там ответил. Мы там пишем, да, все так. Вот, ну, не буду все вопросы прорабатывать. Смысла в этом нету. Я уже эту задачу решил. Да, и мы здесь мы подходим к такой интересной темке, как вот это вот выделение зеленое, да, которое у нас есть. С ним очень удобно работать. В данный момент, когда у тебя весь файл зеленый, то есть он был создан с нуля, весь этот текст, имеет смысл его принять. Вот, но это, наверное, больше для тех, кто еще не работал с курсором, вот, и, может быть, как-то побаивается вот этого вот нового интерфейса, да, как происходит алгоритм работы. Вот, а зеленое выделение, очень удобное. Сейчас я вот ему отвечу, да, на вопросы и скажу, поправь файл анализа в соответствии с моими ответами. Вот. Он произведет корректировки в файле, и мы получим какие-то, как мы видим обычно в GitHub и GitLab, красный фон, то, что было удалено, какие части кода, допустим, да, и зеленый фон, то, что было добавлено. Сейчас пускай он это сделает. Я уже устал говорить. Да, попей водички, попей. Я уже второй стакан пью. Мне кажется, за третьим придется. Да, такое бывает еще, кстати, очень тяжело одновременно и делать, и говорить, я понимаю тебя. Да. Вот. Почему это удобно? Потому что ты видишь изменения, не стоит их принимать. В общем, мысль такая. Не стоит спешить их принимать, потому что ты можешь работать с этими изменениями. То есть, что сейчас произошло? Он уже поменял файл,
и если ты, допустим, будешь коммитить этот файл, он уже будет зелененьким, то есть оно уже сохранено в этом файле, это изменение. Его можно там отменить на Ctrl-Z также. Это, если ты, допустим, подтвердил, вот, а потом только захотел вернуть, Ctrl-Z, да, там, или Command-Z, вот, вернул. И когда уже будет задача, выполняться сама задача, когда будет много файлов, где произведены какие-то корректировки, и ты уже начинаешь путаться, у тебя здесь открыто несколько вкладок, несколько файлов, ты всегда можешь возвращаться и смотреть по этим зелененьким, что происходило в этой задаче. Поэтому такой вот, не то что лайфхак, а наблюдение, скорее всего. Да, вот он требует подтверждения. Сейчас, наверное, еще там что-то поправит. Вот. Надеюсь, донес мысль. Ну и давайте, наверное, про колесико вот это поговорим. Колесико саморизации, то, что было затронуто на прошлом воркшопе. Здесь, если мы наведем на него, мы видим контекст чата, насколько он забит. Когда контекст дойдет до 100%, то есть работа с чатом не прекратится. Я помню, раньше, наверное, до октябрьского обновления бывало такое, то, что все, или летом такое было, то, что если у тебя контекст забился, все, у тебя один вариант только завести новый чат и как-то в новом чате объяснить там, что было сделано. Я тогда вообще, знаете, как пользовался? Я брал чат сам Ctrl-A. и... Чего? Ctrl-A, ну, типа выделить все, и да, и... Нет, экспорт. я делал экспорт, и он в формате Markdown мне сохранял файл, который я уже скармливал новому чату. То есть так тоже можно сделать. Это, допустим, тоже полезно на тот случай, если вы работали и забыли что-то записать в файл, а потом вам это пригодилось, и вы не ищете по всему чату, где это происходила эта работа, да, вы просто сохраняете МДшку, вот, и там, где надо, скармливать ему это МД, там говорите, ну, посмотри, в этом чате эта работа была проделана, и он там найдет то, что ему нужно. Такой маленький лайфхак. Да, и колесико саморизации, да. Что происходит, когда она заполняется на 100%? Происходит суммаризация. То есть как это, скорее всего, выглядит под капотом у него. Он, видимо, удаляет какую-то старую неактуальную информацию, которая была использована для анализа какого-то, и сохраняет только главное, что было уже проделано на задаче, то, что нужно запомнить для дальнейшего, для продолжения работы задачи. И, как правило, это колесико, оно становится там 20-30%, и ты продолжаешь с ним работать дальше, с этим чатом. У меня было суммаризации в одном чате там 10-20, то есть были прям длинные задачки, вот, и все работало отлично на авторежиме, то есть не нужно создавать новый чат. Чаты, да, я говорил о том, что их тоже можно переназывать, чтобы потом найти. Тоже имя таски, допустим, не имя таски, или либо имя таски, либо номер и имя таски, да, и потом по этим чатам можно очень хорошо, по этой истории можно очень хорошо ориентироваться, вот, переключаться. Тоже полезная вещь. Так, значит, да, он что сделал? Он у нас все поправил. И сейчас мы приступим к реализации пошаговой. И я здесь, наверное, сейчас не буду использовать этот файл анализа, мы его просто удалим, чтобы он не мешался. А используем тот уже, по которому я решал эту задачу, по которому я тестировал, чтобы у нас никаких сбоев не было. То есть эта уже работа была проделана. Вот у меня был по идентичному промпту такой же файл анализа. Давайте вообще посмотрим, что там еще было. Что еще есть в этом файле анализа. Можно вот так вот прям ходить по этим параграфам, да. Анализ задачи, критические вопросы, это мы решили. 4-й пункт – пошаговая реализация. Да, вот и как это может выглядеть. То есть так, создание ИНАМ для статуса жалоб. Вот, он пишет код, дает обоснование, паттерн, да, использования там какого-то, место в файле, налоги,
Вот он даже пишет там файлы, в которых есть похожие там какие-то инамы, я так понимаю, да. Ну, оба используют такой же подход. Вот. Супер. Я уверен в этом шаге, и я ему уже могу писать «реализуй». Давайте я напишу вот, сразу, чтобы он пока там менял код, и пойдем дальше смотреть файл. Так, реализуй. Шаг 1. И также просто выделяем параграф. Вот. Запускаем. Так, шаг 1, шаг 2. Вот сколько он шагов? Много шагов сделал, по-моему, 9 шагов. Вот. Ну, все. Везде комментарии. Вот, код прокомментирован. Комментарии я их не комичу, как правило, я их просто потом ручками удаляю, но это хорошо, что он пишет. Ты можешь понять, что происходит там в какой-то функции. Ну, так быстрее просто понять, что он сделал. Так, ну давайте реализацию пролистаем. Шаг 8, шаг 9 и все. И план тестирования. Он дает в этом файле план тестирования. Значит, подготовка тестовых данных. Так, это хорошо, он все. Проверить существующие данные. Вот, он знает, как подключаться к докеру, смотреть, что у нас в Postgre лежит. Вот, создать данные, замокать что-то. Он придумал уже это. Супер. Запуск сервера. Ну, здесь он не совсем, мне кажется, правильно написал. У меня отдельный файл есть. Ну, сейчас дойдем до него, короче. Когда уже будем запускать сервер, я расскажу. Так. И да, и вот он дает тесты. Тестов он дал очень много, по-моему, 16. То есть он прям все краевые случаи, я так понял, решил проверить. Ну, окей, я не против. Давай проверим. Выглядит... То есть он запишет то, что он будет, как он будет дергать эти ручки в терминале, курлами. Вот. Пишет то, что должно быть в ответе, да, что ожидается. Ага. Ну, выглядит неплохо. Тестирование валидации. Ладно. Это уже мы дальше пойдем, когда к тестированию, будем детально это все рассматривать. Так, что у нас в... Ответы закроем. Что у нас в чате? Вот, он сделал изменения в файле. Давайте, можно вот так щелкнуть, посмотреть, прямо открыть файл сразу. Ну, такая шаг не очень большой. Вот. Насколько я помню, первый шаг, там 3 файла он менял. Вот. И да, вот прикольная штука, он в последнее время начал всегда после каждого шага, там, изменения в коде, компилировать проект. Это очень полезно, потому что за ним все равно сохраняется косяк, то, что он забывает какие-то импорты, вот, какие-то вещи. И на этом шаге, если он забыл какой-то импорт, проект не компилируется, он смотрит, что, почему он не компилируется, вносит правки, и это уже можно коммитить, если вы совсем согласны. В реальности, конечно же, это не будет происходить так, что вы там он написал, и все это сразу приняли, закоммитили и пошли дальше. В реальности это часы работы, ты смотришь, проверяешь его, задаешь ему также там в чате, выделяешь там какие-то места в коде, которые ты, может быть, пропустил, когда просматривал сам файл анализа. На основе их там спрашиваешь, почему так, допустим, да? Вот, какие-то ему встречные вопросы, и там проходишь уже итерации с ним, правки этого кода, затем только коммит. Вот он вот так вот в конце каждого действия он дает ссылочки, по которым можно переходить в файл, который он изменил. Вот, ну, окей, допустим, нас все устроило, мы принимаем эти изменения, хотя вот это я сейчас зря сделал, лучше их оставить в смысле выделения зеленым. Оно никак не мешает, никак не влияет на работу, я уже об этом говорил. Там, давайте реализуй шаг 2.
Я думаю, это последний шаг. Дальше мы пойдем уже на тестирование. Мгм. Никит, можно у Алексея была поднята рука? Мгм. Это Да, я естественно. написал в чате, вот здесь хотел особенно подчеркнуть, что это вот фишка Раста в очень строгом компиляторе, которая позволяет минимизировать общение с LLM-кой и совсем уж глупые и часто даже не самые глупые вопросы решать самостоятельно без тебя, потому что компилятор бьет по рукам постоянно. То есть вот здесь ты забыл, вот здесь не согласовал, вот здесь типы не сходятся, вот здесь ты не определил, кто будет владеть переменной. Ну, то есть вообще очень здорово помогает именно Rust решать целый круг задач, не привлекая тебя к тому, чтобы инструктировать LLM-ку, где он не прав. И вот этот вот шаг с чеком, который мы сейчас видели, это как раз вот та точка, где LLM-ка может сама себя проконтролировать, что ничего не поломала. Это и специфика Rust. Ну и с Go, мне кажется, то же самое. Не то же самое, не то же самое. Go вообще тебе легко даст прострелить ногу, особенно где-нибудь там в параллельной обработке, где-то не так что-то открыл, закрыл, и все, и до свидания. Не подумал о том, как память разделять. А в Расте такой не пройдет. Интересно. Ну ладно. Да, и, наверное, тогда, если такой, у нас получается сейчас второй этап закончен, то, что мы начали реализовывать, да, посмотрели, как реализовать код. Дальше мы уже будем работать в другом окне, уже подготовленном мною, там уже код реализован и готов к тестированию. И здесь, наверное, такое небольшое отступление лирическое, да, для тех людей, которые прям очень любят писать код, очень... То есть им жалко расставаться с этим процессом. И вот исходя из этого всего алгоритма работы с яишкой, к сожалению, не получится так, что ты, допустим, что-то сделал ИИ сам, да, а что-то ты сам посмотрел в коде, написал, поправил. Почему? Потому что в любом случае тебе придется тратить, то есть то, что те изменения, которые ты сам внес, и об этом не знает. И это может аукнуться в дальнейшем. То есть тебе в любом случае надо ему напоминать, говорить, я вот сам внес изменения в такой-то функции, прими их себе во внимание, да, в память запиши. И опять же это получается просто лишняя работа, затрата лишнего времени. Ты потратил время то, что руками написал, плюс ты потратил еще, чтобы его оповестить. Вот. И это выглядит не очень, не очень как-то, как это сказать, у меня уже слова путаются, не очень результативно. Не очень эффективно, да, согласен. Да, и здесь какие есть варианты, в принципе. Вы можете делать, писать, допустим, сами код, вот, но пользоваться и в плане какой-то каких-то рутинных задач, поддержки, допустим, вот дальше мы будем тестировать курлами, да, дергать ручки, и не обязательно вам это вручную делать, там, в Postman что-то, он может сам это все делать. Вот, то есть, что еще, какие рутинные задачи могут быть? Запустить сервер, да, запустить докер, сделать какие-то запросы к BD, допустим, ты хочешь узнать, что у тебя, какие значения лежат в базе данных, и ты начинаешь писать SQL-запрос, не надо, ты можешь попросить его это сделать, он напишет это за 2 секунды и сам сводит в BD и даст тебе результат в удобном виде, который ты его попросишь. Вот, то есть это можно комбинировать таким образом работу, если вы прям хотите писать код самостоятельно. Вот, надеюсь, донес мысль. Да. Да, ну и с этим окошком мы прощаемся. Что он реализовал? Он вообще написал то, что второй шаг был реализован уже при первом шаге. Ну окей, не суть. То есть дальше мы просто идем по этому плану и выполняем все шаги по очереди, грубо говоря. Это, мне кажется, правильно именно по очереди, то есть как я вообще делаю. Я действительно иду по этому плану и сделал шаг, закоммитился. Сделал шаг, закоммитился. Вот. Чтобы у себя как-то в голове все структурировать, и когда большие задачи, это правильно исследовать именно шагам, которые он предлагает, алгоритму. Вот, окей. Дальше. Переходим в другое окно.
оно у меня уже подготовлено было. То есть здесь мы приступаем к тестированию и пишем также ему промпт на проведение тестов. Я уже его подготовил, пробегусь. Ну, вообще это надо было делать в том окне, да, если мы будем реально работать, то есть в том же чате. Но здесь просто потому что, чтобы сократить время, и не выскакивало никаких неожиданностей у нас на воркшопе, я сделал так, то есть я ему говорю, чтобы он знал вообще, над какой задачей он работает. Она у меня есть в файле этом, да, я ее решил согласно плану такому-то, вот. Там ответы на вопросы я вообще это в отдельный файл тогда выделил. Вот они у меня. Просто, даю ему контекст полностью. Пусть погрузится. Вот, я ему пишу дальше. Сейчас я хочу с твоей помощью перезапустить сервер, провести тесты, описанные здесь. Это я уже заранее тоже подготовил. Это все, потому что я их уже провел. Здесь как бы больше, наверное, важна демонстрация того, как он будет сам проводить эти тесты. Вот. Потому что мы можем просто, если я бы не подготовился, мы опять же могли бы запнуться где-то, и это выглядело не очень красиво в формате воркшопа. Окей. Как проводить тесты описано здесь, тоже я его там подготовил. Здесь у него инструкция по запуску там сервера, проверять окружение, поднять БД, миграции, да, вот, четкий алгоритм действия. Так, и инструкции по запуску сервера, использование БД описаны здесь. Да, у меня еще есть такой файлик, я его, в принципе, составил за минут 15-20 также в работе с ИИ, когда, в принципе, просто склонировал этот репозиторий позавчера, да, и у меня на MacBook'е не было ни раста, ничего, ни окружения, и за 15 минут мы все установили, запустили, я ничего не писал руками, я все просил его сделать, и потом в конце я его просто попросил вот этот весь опыт из чата перенеси, пожалуйста, в отдельный файл как инструкцию для будущего использования. Вот. И, собственно, ему эту инструкцию можно давать, когда у него там появляется задачка самому запускать сервер и что-то там делать. Вот. Окей, я запускаю этот промпт. И я заранее составил ему, я его попросил записать. Я его забыл написать ему. Хорошо, я в конце ему напишу. Результат мы просто в отдельную MD-шку также запишем, чтобы было удобно смотреть, и это как-то зафиксировалось. Вот. Так, что он, для тех, кто не работает с курсором еще, есть такой метод работы с ним при помощи команд, то есть он делает команды в терминале. Можно, по-моему, даже посмотреть этот терминал. Вот, да, курсор. Вот, мы это видели в терминале ранее. И вот она сейчас, да, это вот эта команда. Мы можем даже смотреть параллельно в чате, в терминале, что он делает, какие результаты его запросов. И он всегда вас спрашивает перед выполнением какого-то действия. У меня была приколюха такая, то, что вот в октябре после обновлений у меня он перестал спрашивать перед тем, как выполнить команду в терминале, и я вовремя это увидел, полез в настройки, остановил его, конечно же, полез в настройки, смотреть, у меня в настройках слетела вот эта вот кнопочка, то, что он обязан всегда спрашивать перед выполнением команд. Так что если у вас вдруг что-то так слетит, так не должно быть, и все команды он должен спрашивать перед тем, как выполнить. Это можно в функциях найти, я сейчас не буду искать, потому что там что-то я глубоко куда-то полез тогда, на Google можно легко где-то найти. Вот, окей. Подтверждаем. Не знаю, что он мне пишет. Здесь какая-то ошибка с терминалом. Значит, он что у нас? Докер запускает. Обычно он еще пишет перед тем, как выполнить команду, что он в ней делает. Но это не всегда. И,
часто очень неудобно, когда он перестает писать. Можно его специально попросить это делать, он будет делать. Ну, я как бы вот в промпте сейчас забыл это указать. Сейчас он ждет от тебя подтверждения. Да. Нет, я имею в виду, вот видишь, он здесь написал «начинаю выполнение», да, и бывает то, что он перед каждой командой, что он именно в этой команде делает, он пишет. Вот. Сейчас он перестал писать, возможно, он считает, то, что это не особо важные команды, они не надо мне знать, вообще вникать. Вот. Да. Давай попробуем. Окей. Давайте для интереса остановим его и попробуем попросить его, чтобы он писал. Все-таки объяснял, что он делает. Продолжай. Он пошел зачем-то пароль пользователя менять. Ну, мне же нужно токен получить. Ну, а там все правильно, это описано в рекомендациях по тестированию. Ну, у меня локально BD развернуто, так что ничего страшного, не переживайте. Отлично, правда, установлен. Теперь запускаю админ-сервис. Что делаю? Запускаю админ, он прям начал детально все объяснять, но окей, так будет интересней. Сервис запускается, подожду немного. Что делаю? Жду 15 секунд. Не знаю, зачем 15, так долго. Вот, мне можно отдохнуть 15 секунд, пить воды. А сейчас он пропингует сервер. Если все ок, по-моему, он уже начнет дальше тестировать, запускать тесты. Все отлично, 200, получает токен авторизации. Токен получен, токен сохранен, даже файл какой-то создал. Ну ладно. Так. И я ему написал специально, чтобы он не сразу всех 16 тестов одной командой прогонял, а по одному, чтобы можно было посмотреть, что он вообще там выдает, эта ручка. Вот. Я предварительно замокал данные для этой таблицы. Вывод не очень красивый, я не понимаю, почему. То есть у меня там с какой-то библиотекой была проблема, но потом мы эти все данные посмотрим в красивом виде. Вот. И, в принципе, здесь можно наладить этот вывод, чтобы можно было понять, работает ли фильтрация. Я использую JQ, может быть, он сможет его использовать. Обычно GQ как раз у него ошибка. Ну, мне кажется, просто мне его надо установить, эту библиотеку, да? Вот, я как-то не заморачивался. Ну, у меня он обычно на нашем проекте всегда нормально JSON-чики давал. Здесь что-то не хочет. Ну, мой косяк. Там gRPC, а тут REST. Некая разница, Влад, тут он JSON не форматирует, речь про это. Но обычно ты этим не заморачиваешься, просто через JQ передаешь, а он уже красиво показывает. У меня была проблема сейчас, когда он использовал Python 3, JSON tool, да, вот. У меня и этими не иероглифами, а как это, юнит-тестами, вот этими кодами приходило. И... Чего? Unicode. Unicode, да. Вот. Ну, то есть вообще все символы были в Unicode, и я ему указал на это, он говорит, ну все, тогда не буду использовать эту библиотеку, и начал приходить такой вывод. Ну, вот, собственно, меня это устроило на тот момент, вот, и я не стал разбираться, короче. Вот. Да, вот, все тесты проходят. Вот эти команды можно просто в терминале продублировать, потому что он там в файлике записал токен, и, ну, можно просто руками их запустить, точно так же увидеть результат, прогнать через JQ, если хочется повнимательнее посмотреть, что там происходит. Угу. Да, я просто решил не акцентировать на этом внимание. Я не думал, что это вызовет дискуссию. Вот. Там попридумывал, я его попросил придумать художественные тексты жалоб. Вот. Я думаю,
те, кто в проекте работают, оценят. Вот, то есть такие художественные, он прям буквально принял слово художественное, я просто хотел, чтобы он там написал, типа, жалоба 1, жалоба 2, жалоба 3, я говорю, ну, напиши нормальный текст художественный, он написал, здесь тени сплетаются из чего, с небылицами, а просто стонет в потолке лжи, то есть, ну, если такие жалобы нормы у вас будут приходить на Trails, вот. Прикольно. Вообще, пока делается тест, довольно, скажу о том, что довольно интересно работать с яишкой в плане того, что оно очень оживляет рабочий день. Какая-то с ним можно коммуницировать неофициально, он понимает сленг, он подыгрывает тебе и довольно иногда просто веселые вещи тебе выдает в ответ, если ты там, ну, располагаешь к этому, если ты там начинаешь ему не просто там техническим языком вопрос-запрос писать, а там, ну, что-то такое от себя добавляешь, и иногда, когда там задолбался за целый день, вот, под вечер это прям доставляет. Да, я, кстати, тоже практикую. Я последнее, что употребил, мне было интересно, поймет отсылку или нет, когда он поленился куда-то ходить и проверять, я ему сказал, а вы поезжайте в Киев и спросите. Он меня понял. Пошел, перепроверил. Ну да, это, наверное, знаешь, я больше хотел сказать к тому, что вот, ну, я помню, раньше, год назад, была такая история, то, что типа запросы надо писать на английском, тогда он понимает лучше, это экономит токены. Как бы год назад, может быть, это было справедливо. Сейчас пиши как хочешь. И насколько оно там что-то экономит токены на английском, на русском, я не знаю, мне кажется, это довольно несущественно. Существенно, вот когда ты используешь режим план, и у тебя экономия 50%, вот это, да, существенно. А упарываться, я не знаю, загонять сначала переводчик или изучать английский на проуровне, чтобы использовать и в промптах с ИИ, я думаю, это излишне. Вот. Можно вообще прям опечатки, ошибки в словах делать, он все понимает уже давным-давно. Вот. Об этом не стоит беспокоиться. Вот, ну, что-то он пишет сейчас файл test results. Странно, я его в запросе не просил это делать. Может быть, у него какая-то долгая память с прошлого моего. Вот, я получил такой файл с результатами. Фильтрация, сортировка. То есть, ну, везде проверил то, что пришел ответ ожидаемый, то есть подтвердил, да. Не просто то, что там не упало, да, не упал тест, а то, что пришло то, что нужно. То, что он планировал получить при создании этого теста. Вот. Ну, наверное, на этом мы можем закончить с непосредственно демонстрацией и там, перейти к вопросам, какой-то дискуссии, обсуждению. Я сейчас крайне немножко устал все это показывать. Так что, Аня, наверное, тебе слово. Вот. Можем. Спасибо огромное. Никит, подтверждаю вот со своей стороны, что, на мой субъективно личный взгляд, очень полезный воркшоп, действительно очень качественная работа с задачей, видно и то, как мы должны верифицировать и погружаться все-таки в то, что делает яишка, не отпускать ее там, да, ну ладно, что-то сделала, да, и дальше там скину лид, проверит. Нет, это действительно инструмент, который позволяет более качественно, в более сжатые сроки выполнять работу. Но мы за качеством все равно следим, мы контролируем. И мне невероятно понравился твой воркшоп, твоя демонстрация. Спасибо также коллегам, которые задавали вопросы, комментировали. Был вопрос от Андрея относительно предметной области Trails, но в чате ответ уже был. Я думаю, что те, кому интересно поглубже понять, что это за проект, что за Trails, чем занимается вообще, что за продукт, то, пожалуйста, обратитесь в чат, вот этот наш текущий здесь в МИТе, и прочтите ответ Алексея. Я буду сейчас, да, передавать слова ребятам, чтобы они тоже поделились, может быть, да, подискутировали действительно, может быть, просто подвели итог. И вот первая рука была у Влада.
и вторая у Андрея. Поэтому сначала, Влад, тебе слово, и потом Андрею. Спасибо. Да, Никита, большое спасибо, очень было информативно, и я даже уже некоторые практики подсмотрел, думаю, мы их в ближайшее время будем внедрять в коммерческие проекты. Я еще хотел сказать, что да, очень крутой был комментарий касаемо уточнения, особенно когда ты отправишь какие-то баги. Ну, ты говорил, что есть, например, какой-то баг, и ты уже примерно понимаешь, с чем он связан, что ему лишний раз желательно уточнить, потому что я сам неоднократно наталкивался на такое, что пишешь ему, а вот здесь почему-то в ответ приходит такое, иди и разберись. А он идет и начинает, ага, а вот здесь у тебя почему-то структура не так, а давай я поправлю вот эту структуру, а вот зачем нужно было идти править структуру, если нужно было пойти просто в SQL запрос, условно, там, или к запросу в базе данных нести небольшую корректировку. А так, в целом, пока больше вопросов нет. Спасибо. Очень Спасибо. круто получилось. Спасибо, Андрей. Ага. Да, был короткий вопрос. Что использовалось для анализа кодовой базы? Там был упомянут анализ кодовой базы. Чем это было проанализировано? Проанализировано было тоже умной моделью Sonnet, но я думаю, если брать именно объем трейла, там авторежим тоже бы справился. А вот если проекты крупные, то да, лучше для анализа кодовой базы все-таки использовать модельки с большим контекстом. Спасибо. Алексей? Да, Никита, очень круто. Спасибо, для себя тоже ряд идей почерпнул. И получается, мы посмотрели сейчас на такой режим, когда мы раньше эмулировали план мод. Сейчас многое действительно перекочевало в план мод, а когда-то работали именно так. Я не говорю, что это хуже, это такой более ручной режим, больше контроля, больше артефактов сохраняется. И, наверное, так можно работать и сегодня. Что хотел подчеркнуть, да, я там писал в комментариях, да, как можно усилить твой подход как раз с workspace'ами. Мы Workspace готовили как раз для того, чтобы каждый раз не инструктировать в новом чате модель, иди изучи, там, проанализируй, а сразу выполнить эту работу один раз умной моделью, выполнить хорошо, все сложить, всю необходимую информацию, убедиться, что она есть, и потом на нее просто ссылаться. И здесь мы экономим не только токены, а, что мне кажется гораздо важнее, это наши ментальные ресурсы. Потому что ты все равно начинаешь где-то лениться, что-то забывать, мы люди, да, и очень сложно привыкнуть к тому, что в каждом новом чате ты разговариваешь с курсором вообще с полностью обнуленным. Ты все равно надеешься, что ну наконец-то он уже понял, как бы, не надо ему это миллионный раз повторять. А нет, нужно. И выручает как раз это, вот, от необходимости все вот это вот повторять заранее подготовленные описания, ресурсы, инструкции. Это важно копить вот этот опыт для того, чтобы потом не повторяться и не забывать про это. А еще и экономия. Вот. Все верно, согласен. Но пока у меня его не было, сейчас, надеюсь, появится на коммерческом проекте, и будем экономить ментальные ресурсы. Свои и курсора. Ну, это просто как вот продолжение развития тех идей, которые мы здесь услышали, да, вот если скрестить с Workspace, будет, наверное, еще проще. Да. Спасибо, Роберт. Да, я бы просто хотел пропеть дифирамб изначальному промпту Никиты. Очень, очень здорово. Всем бы взять на заметку. Возможно, ты его куда-нибудь выложишь, потому что это правда очень... Не знаю, это вот как первый шаг, точнее не первый шаг, а главный, что нужно очень подробно проинструктировать задачу. Лучше на нее потратить там час, когда ты вот это описываешь, чем вкинуть там какую-то свою мысль и потом дальше по ней идти, он что-то забудет, что-то ты сам забудешь, а ты уже сам вот базу заложил и по ней дальше идешь. Да, возможно, там стоит переключить в плановый режим какой-то, его потом вот с этим промптом. Ну да, в общем, да, я был прям впечатлен, когда ты начал воркшоп. Я думаю, надо носить. Да. Именно в этом виде скидывать его не стоит. Надо, то есть это же промпт, он опциональный. Там много есть вещей опциональных, и здесь его надо доработать. Промпт именно структуры промпта, что как ты все ему объяснил, это было здорово. Это было классно, мне понравилось. Вот. И чтобы люди уже, которые будут использовать эту структуру, они думали сами и туда вставляли то, что
важно для их проекта, для их задачи. Окей, я сделаю эту работу, стараюсь. Я поддержу Роберта, что промпт в изначальном виде, может быть, скажет больше, вот, чем мы похожи на его LLM или LLM на нас, что часто пример действует куда более, не знаю, эффективно, да, чем описание того, что нужно сделать. Лучше чаще дать просто пример, чем инструкцию. А человек додумает, да, вот здесь я поменяю на это вот здесь адаптирую к себе, и все понятно. И действительно, да, промпт очень крутой. Меня особенно впечатлила вот эта вот штука «докажи мне». Я думаю, это хороший приемчик, который я тоже буду использовать. Да. Спасибо, рук я больше не вижу. Алексей, по-моему, поднимал по тестированию. Мне как показалось, наверное. Я не вижу. Сейчас, секундочку, проверим. Разгони. Нет? Или я перепутал? Нет, нету. Коллеги, если кто-то еще что-то хочет добавлять, можете меня сейчас прям смело просто перебить. Вот. Но в заключение, в нашем чате AI в Telegram-канале, там, где мы анонсируем воркшопы, мы, естественно, выложим в том числе и запись этого воркшопа, ну и там дискуссия, да, поддерживайте, пожалуйста, вовлекайтесь, поддерживайте эту дискуссию. Я старалась параллельно из этого чата нашего НИТа копировать какие-то ключевые вещи в тот чат в нашем Telegram-канале, поэтому, пожалуйста, туда тоже вовлекайтесь. И вторая ремарка, я там писала вчера, по-моему, о том, что я фотки ваши запрашиваю. Пожалуйста, прочтите это сообщение. И если не против использования, я вот хочу примерно так и обыграть, что вот у нас воркшопы, вот наш вот целая куча людей, и использовать ваши аватарки для такой вот картинки, привлекающей внимание. Вот поэтому, если не сложно, пожалуйста, делитесь мне в личку своими фотокарточками, своими аватарками. Все, спасибо огромное. Также я в том же нашем телеграм-чате, группе, как обычно, традиционно задаю вопрос, что понравилось, что самое ценное, с чем уходите, что берете в практику, что будете делать самое первое. Тоже, пожалуйста, вовлекайтесь, отвечайте. И, Никита, еще раз большое спасибо. Дебют, мне кажется. Удачи. Спасибо. Спасибо. Все, всего доброго. Всем пока. Спасибо большое, Никита.